Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Квартиуа. Я тут вижу, есть классные легендарки и реликвии, поэтому сегодня это предвещает хорошему контенту, правильно? Ну, по крайней мере, я на это надеюсь. В целом, что я вижу по этой катке? Я вижу, здесь есть гоблины-мехи, это первое, есть МПРСка и есть пуловые боги. И что мы хотим? Есть реликвия Мамора, есть аптечка. Короче, смотрите. Возможно, мы поиграем сейчас через волшебников, потому что мне 2 волшебника со старта пришло. Либо же мы не будем играть через 2 волшебников, и я ее просто так пикнул, чтобы потом ее продать. Ну, возможно. Посмотрим. Не буду загадывать наперед, поэтому посмотрим. На самом деле, я реально не знаю, что будет приходить. И в целом, мне бы хотелось, чтобы мне пришла аптечка, чтобы я мог максимально быстро выйти в 10 уровень и кайфануть от игры. Просто на легендарках там каких-то вот прикольных. В идеале, конечно, это чтобы мне пришли гоблины-мехи. Потом сделать, знаете, в троечку Impress Light. В принципе, если будет аптечка священника и будет все более-менее хорошо, то есть я имею в виду в плане того, что мне придут гоблины, мне придут хорошие мехи, и я надеюсь, что мех мне придет довольно-таки рано, чтобы я реально мог собрать Impress Light в 3 звезды. По крайней мере, мне бы этого хотелось. По крайней мере. Я вот пандочку сейчас беру. Может быть, мне пандочка что-нибудь такое до 10 раунда тогда и вытащит. Хотя я слишком в этом сомневаюсь. Слишком. Я слишком не оптимистично настроен на эту панду, потому что панда обычно мне приносит не то чтобы болт, но болтецкий такой, знаете, как мне написали в комментариях, не на 28, а на 84, то есть в 3 раза больше. Это, если что, отсылочка к Маморе. Ну, посмотрим. Не, будет очень круто, если сейчас ко мне со старта приходит панда, я ее просто на 10 раунде закину в гнездо Маморы, и все будет чики-бомбони. Но... Знаете, как говорится, верь в лучшее, но готовься к худшему. Поэтому, ребят, так и поступим. Буду верить в лучшее, но буду готовиться к худшему. Правильно? Правильно. В эту игру только нужно играть так. Ставишь вокруг себя иконы, помолился в церкви, поставил там, не знаю, погадал на Таро, что-то сделал, короче, обратился к экстрасенсу, очистил свою карму и тому подобное, и так далее, и так далее, и так далее. Короче, все ты вот это вот сделал, и тебе это ничего не помогло. Вот это вот правда чес, когда вы играете. Блин, шмотки такие классные приходят. Молоточек хочется взять. Хочется молоточек взять, а хочется взять что-нибудь другое. Но, в принципе, я думаю, молот грома взять. Он мне нужен. Мехи вроде бы как со старта неплохо идут. Ну, наверное, лучше всего сыграть через охотников. Я в Клокверка не особо верю. Вот не особо и все верю. Ну, поставлю пока охотников. Может, мне реально охотники будут приходить. Я тогда хороший себе старт сделаю на охотниках. Хороший старт. Видите? Я уже заранее оптимистически заряжен на свой стол. Оптимистически. Максимально. Ну, просто мне пришел Мьёльнир, как бы. У меня есть 2 охотника. Это заявочка на то, что, возможно, мне охотники придут. Логично, логично. Вот, кстати, резачок пришел. А если бы не продал Клокверка, то резак бы мне не пришел. Видите? Вот, ну, насколько я продуманный. Я просто гляду в будущее, ребята, гляду в будущее. Не гляжу, гляду в будущее. Можно, кстати, будет и через вайпера поиграть, тоже будет прикольно. Так, я вижу здесь там, бог-жрец, здесь там. И вижу просто жрецы. На лустрике, значит, не особо можно будет поиграть. Ну, в принципе, для меня это хорошие новости. Я надеюсь, сейчас приходит ко мне Клокверк. Я ставлю его на стол, получаю халявные роллы. Кстати, Калибан. Калибан, здорово-здорово. Давненько его не видел, Калибана. Ну, посмотрим. Так, хороший игрок, если что, Калибан. Хорошо играет, хорошо чувствует мету, игру. Да ну, мету все чувствуют хорошо. На своем лице так тем более. Ну, все, ребята. Я уже понял, все. Где мой мех? На каком раунде ко мне придет мех? Ну-ка, напишите в комментарии. Я пока уровень возьму. А вы пока напишите в комментарии, на каком раунде ко мне придет механизм. Кстати, ребят, до 2000 подписчиков мне осталось немного. Поэтому прожми свой лайк. И если ты не подписан, обязательно подпишись на мой канал. Помоги мне собрать 2000 подписчиков. Осталось реально чуть-чуть. Вот прям грамулечку осталось до 2000 подписчиков. Поэтому кликай лайк, оставляй комментарий для продвижения, естественно, ролика. Не только ролика, и канала в целом.
Если что, каждый ваш лайк и комментарий продвигает мой ролик, мой канал в тренды и в рекомендации. Соответственно, больше аудитории и тому подобное и так далее. И если не подписан на мой YouTube канал, обязательно подпишись. Ну, все-таки 2000 подписчиков скоро. Это все-таки, ну, классная цифра. Почти 2000 подписчиков. Давайте поднажмем немножечко, ребят. Все вместе поднажмем немножко. Добьем эти 2000 подписчиков. Чуть-чуть осталось. Все. Я уверен, что ты уже подписался. Я так, скажем так, так пропиарил только что свой канал, что прям любой бы подписался за такой пиар. Поэтому уверен, ты подписался уже. Я думаю, многих уже кто-то написал. Сколько раз я сказал слово подписался? Раза 4? Тут меня, конечно, естественно, вынесли так красивенько. Кстати, Марси пришла. Можно будет здесь и на кунг-фу сыграть. В принципе. Но пока что... О, кстати, вот так вот сделаем. Сделаем сейчас красиво. Я закинул сейчас эти предметы в Марсе не просто так. Смотрите, есть синергия кунг-фу. Если там у ребят будет меньше 50% хп, то, естественно, есть вероятность, что я их ваншотну. И напомню, что на предметы это тоже распространяется. А так как у меня есть молнии, то я, скорее всего, пошотаю половину стола. Ну, короче, я думаю, что импакт есть. Кстати, бабка на 7-м раунде. Я надеюсь, ему гнездо Мамор не придет. Ну, конечно. Марси била именно того чела, на котором упал баф гоблина. Ну, лайк. Однозначно лайк. Марси молодец. Не осуждаем Марси. На самом деле, если бы Марси сейчас не била только что Рубика, если бы она не била Рубика, то, скорее всего, я бы затащил этот раунд. Да не скорее всего, а 100% бы затащил этот раунд. Марси много урона нанесет, при том, что у нее есть молнии. Там очень часто будут срабатывать эти молнии, поэтому неплохой движ такой будет. Я на самом деле еще не знаю, на чем я играть буду. Вообще не знаю. Так, здесь орки собрались. Не фуловые, конечно, но орки. Чпуньк. Пошел. Марси, давай, Марси, жги. Ну, давайте, молнии срабатывайте, ну. Видели, сколько минуса она только ждала? Правда, это не ваншоты, но все же. Красиво. 2700 урона молодая накидала. Если что, больше половины это магический урон от молний. Поэтому, ребят, если вам упала Марси со старта, если вы ее собрали в 2 звезды, еще лучше. И у вас есть на нее хорош... Там чел собрал себе Марси в 2 звезды. Да. Но у меня есть охотники. И что это значит? Правильно, мы ставим охотников. Можно было бы поставить сейчас рыцарей. Абадона и Омника вместо панды. Ну, панду пока что я, наверное, оставлю. Я поставил сейчас охотников, потому что это будет намного сильнее, чем у меня есть сейчас. Не, ну блин, я бы тоже хотел себе Марси в 2 звезды со старта. С такими предметами, как у меня, она бы разваливала, будь здоров. Если бы еще был клевер, хотя не, у меня сейчас классный предмет, поэтому все идеально. Все идеально. Кстати, чел играет через жрецов, и он хочет поставить себе еще баф людей сверху, чтобы в уровень максимально выходить. Не, Марси нормально наваливает, особенно когда Мьёльнир есть. Поэтому, ребят, обусти эту тему. Собрали Марси? Неплохо. Кстати, можно халявные роллы поставить. Сейчас 10-й раунд. Там кто-то тоже цвет собирает, уже 2 цветки есть. Как же поступить? Ладно, апнем резака. Омника продам, может выйти в деньги. Надо отталкиваться от реликвий. Сейчас будем смотреть, какая реликвия ко мне придет, и от этого уже оттолкнемся. Так, цветы, инсектоиды, вижу, там собираются. Короче, один гоблин-мех, насколько я понял, потому что у него там гоблины полностью, все лицо в гоблинах. Так, ну-ка, сейчас, секундочку. Что за реликвия? Ну, такие все реликвии, конечно.
Я думаю, мне стоит все-таки зарандомить реликвию. Опа, не ожидали, да? Небольшая такая вставочка. Я хочу напомнить, что провожу розыгрыш наушников Fine Apple Game H6 в белом цвете. Вся подробная информация, как участвовать и тому подобное, находится в моем телеграм-канале, а там в закрепленном сообщении. Если что, телеграм закреплен в описании под видео, а также в комментариях, а еще у вас на экране появится QR-код. Данный конкурс не спонсируется, не поддерживается и никак не связан с YouTube. А еще не забудь подписаться на мой YouTube канал, потому что осталось всего лишь немного до 2000 подписчиков. А если ты еще не поставил лайк, обязательно поставь лайк. Желаю всем удачи и приятного просмотра. Рандомим. Опа! Ну все, маршрут перестроен. Я знаю билд, который я хочу вам показать сегодня. Все, ребят, я даже знаю, какой билд сегодня у нас будет. Это будут инсектоиды. Сейчас многие такие: фу, Саня, как ты мог? Как ты мог сыграть на таком билде? Точнее, играть. Сыграть. Ставим, короче, вот так вот. Я думаю, весь стол сейчас распродать, оставить только одну кастрюлю в 2 звезды. Да, я, наверное, так и сделаю. Распродаю, короче, оставляю одну кастрюлю в 2 звезды. Активирую аптечку. Сейчас максимально быстро выходим в уровень. Я думаю, на 8 либо же на 9 я начну полностью ролиться. Тут есть легендарная цвета. Тут, ну, на самом деле, легендарки, точнее, ну да, легендарки тут хорошие. Ой-ой-ой-ой-ой, сколько я получу сейчас минуса? Блин! Еще и предметы такие неплохие упали, но только есть один главный самый минус. Тут можно сыграть через лешего, минера, квапу, духа пятерку. Много вариантов, как можно сыграть. Так, Клебан там играет на лустрике. Это плохо. Ставим пока что просто панду. На самом деле, мне эти предметы как бы подходят, но не совсем. Мне надо предметы эти ролить. Надо по-любому эти предметы ролить. Хочу этого или нет, нужно по-любому их ролить. Так, еще там один инсектоид собирается. Это плохо. Ну вот у этого паренька хороший стол. У него снайперов в двойку, Марси в двойку, есть кунг-фу и гоблины. Хорошо, что я, наверное... Не, все. Это точно. Это не то, что точно. Это однозначно будет инсектоиды. Все. По любасику делаем инсектоидов. И рандомим шмотку. Ладно. Двухстволка. Так, двухстволка. Если что, смогу кого-нибудь застрелить с нее. Ну, либо же... Ладно, не буду говорить. Не буду говорить. Такое говорить нельзя. Блин, ну если импресска придет, то будет круто. Там инсектоид есть уже. Я вижу, здесь есть 2 инсектоида. Один 100% будет гоблин с мехами. Так, что у тебя тут? А тут непонятно, что. Там реально непонятно, что у него там и друиды, и звери, и все что угодно. Тут вообще тоже непонятно. У него там и звери, и чернокнижники. И Манки Кинг есть. Сейчас надо, короче, Клебана переиграть. У него там стоят жрецы. И мне нужно его будет переиграть в моменте. Я просто уберу панду, чтобы получить побольше, как бы, на лустрике. Не, это 100% заявочка на жрецов. О, на жрецов, на инсектоидов. 100% заявочка. Хотя и на жрецах можно было бы сыграть. Раз я оговорился, то в принципе жрецов со счета можно не списывать. Панду я уже продам, она уже бесполезна. Ну, серьезно, за 14 раундов она мне ничего не принесла. На 15 раунде главное от мобов не откиснуть. Слишком важный этап. Потому что если я откисну, я не получу важное количество предметов. А, Клебан там будет играть на зверях. Ну, кстати, на зверях он может мне спокойно переиграть. Если ему придет все как надо, то он мне на зверях переиграет. Он меня душенет, скорее всего, на зверях. Ну, посмотрим. Рано себя еще хранить, поэтому посмотрим. Я верю до конца. У меня и так, видите, я на лустрик стал с 10 раунда, по сути. А баночки начал получать только вот 1 раунд назад. Так что, точнее, не 1 раунд, а вот сейчас. Сейчас буду наконец-то получать баночки и буду восстанавливать себе хп с этого. Ну, расплодись, расплодись! Собака, расплодись! Одного суммон... Ой-ой-ой, красава! Молодец, просто лайк. Руку пожал, поцеловал, обнял. Хорош. Молодец. Просто лев, тигр. Кому понравился этот рык? М? Пишем комменты.
Пишем в комменты, не стесняемся. Кому этот трек понравился? Так. Чел на втором месте держит фуловыми чернокнижниками топ-1. Не знаю, каким это чудом происходит, но каким-то чудом он его держит. Точнее, топ-2. Не топ-1. Но по винстрику топ-1, по сути. Ну, посмотрим, короче. Если он встретится с топ-1, и если топ-1 ему проиграет, то, значит, топ-1 держит. Значит, как в воду глядел. На самом деле, у меня хп не так много, чтобы выеживаться. У меня всего лишь 50 хп, 4 лустрик, 41 монетка. Если я пару раундов хорошенечко так проиграю, у меня будут плохие новости ко всем, то, скорее всего, на этом ролике закончится. Идеально у меня стоит орк-жрец, никого сумануть не может, вообще никого не может. Огр вообще молодец, руку пожал, обнял, поцеловал, молодец. Если что, Огр только что кастанул свою способность на орка-жреца. Орк-жрец просто постоял АФК и ничего не смог сделать. Я надеюсь, вы хотя бы тут не откиснете. Пожалуйста. Мне нельзя на мобах откиснуть, хотя бы великана завалите. Так, дикого кабана мы большого завалили. Или это дикая собака, если... Да, это стая волков, поэтому это дикая собака. Приручаем волков. Все, отлично. Чисто задушил пауками и собаками. На самом деле мне упал урок войны. Это хорошо. Я бы даже сказал, это шикарно. Знаете, знал бы, что я раньше буду играть на инсектоидах, то я бы лучше сыграл через людей. Знал бы я это немножко раньше. У меня бы тогда больше было опыта и всего того. Я бы раньше вышел там в нужный мне уровень. Возьму духовный талисман. Можно было бы как бы переделать, но рок войны слишком сильный предмет, чтобы его просто переделать сейчас. Переиграл Клебана сейчас. У меня будет лустрик, у него не будет лустрика. Но, если он соберет зверей, то он мне вынесет. Если сильный у него будет звери, то он мне вынесет, скорее всего. Главное, чтобы сейчас кто кого темпом не задушил. Я на лустрике продолжаю сидеть, потому что это максимальная хорошая экономика. Надо, наверное, уже выставлять потихоньку свой стол, потому что если я сильно пожадничаю, то я откисну. Сейчас главное сильно не пожадничать. Сейчас нужно уже немного выставлять свой стол. Я уже вряд ли начну... Ну, я вряд ли еще буду побеждать. Но я думаю, свой стол стоит выставлять уже потихоньку. Потихоньку, понемножку. Ничего себе, темпларка. На 9 уровне у нее шанс, что выпадет темпларка 3%. Хорош, повезло. И антимагам повезло. Неплохо, неплохо. Почти 6 зверей, кстати, у него. Так, Ромка. Гоблин, друид, что-то непонятное, короче. Гоблин, эльф, друид. Такое. Ребят, сильно не осуждаем в комментариях, что я сыграю на инсектоидах. Я давно не записывал инсектоидов, поэтому сильно не осуждаем. Сильно не осуждаем, еще раз говорю. Контенту быть, если, конечно, я не откисну, потому что я так получаю в табло сильно, что мне прям аж грустно становится. Опа. Опа, усиление. Минерчик. АМчик. Итак, подведем итоги текущего ролла. Мы в говне. Мы в жестком говне. Я срулил 50 монет, а усиления такового как и нет. О, яйцо. Можно было бы взять апнуть Лешего, но я в Лешего не особо верю, понимаете? Леш это такой персонаж, честно, он не стоит своих денег, как легендарная фигура. Не стоит. Есть множество легендарок, которые намного как бы импактнее него. Я лучше даже скажу. Есть множество фигур второго тира, которые намного лучше, чем Леший. К примеру, переведу просто Джаггера. Джаггера под богами. Все, Леший ничего не сможет сделать. Абсолютно ничего. Да, у Лешего там огромная УЕ, но тоже прилетает этому Лешему Дум, все, что делать потом? Или антимаг к нему присасывается, что потом делать? Кстати, минус винстрик. Так, сюда.
Хорош. Опа, инсек. Инсек, хорош. Усиление есть. Усиление на месте. Еще одно яйцо упало. Но я возьму Дума, наверное. Дум лишним явно не будет. Я думаю, цветку продать. И апнуть, наверное, змейку. Сложный выбор. Сложный. Да, я, короче, апну сейчас змейку. Чтобы у меня был самый дорогой инсектоид, это змейка. Хотя и скорпион. Ну, я верю как-то в змейку побольше. Короче, посмотрим. Сделал я ошибку или нет. Я думаю, все-таки не сделал ошибку. По крайней мере, я на это надеюсь. Так, здесь есть вонючие манки... О, не... Иди в жлю со своей палкой. Кого ты свой дум кидаешь? Ты, овощ. Почему ты кинул сейчас в жрицу дум? Почему не в Манки Кинга? Этот дум меня, ну, нереально харит. Я сейчас каким-то, ну, не каким-то, я реально вынес его. Со слезами на глазах, но вынес. Ладно, короче. Все, я сдаюсь. Напишите мне в комментариях, как работает Doom. По какому, мать его, принципу. Я не понимаю. Все, я опустил руки, я тупо не понимаю, по какому принципу работает этот Doom. Он его кидает максимально рандомно. Он не кидает самую дорогую цель. Он кидает какую-то левую фигуру. Сколько раз я заметил, что стоит передо мной легендарная фигура в 2 звезды, а он кидает почему-то фиолетовую фигуру в 2 звезды. Почему? Хотя ближе всего стоит ему легендарная фигура в 2 звезды. Короче, все. Я жду пояснения в комментариях, ребят. Пиши в комментариях, если знаешь, как работает Doom. Потому что я уже все... Опа. Опа. Блин. Честно? Я не хочу сейчас брать гнездо Маморы. Тут есть... Я метаморфоз возьму. Сейчас объясню, почему я взял метаморфоз. Смотрите. У меня инсектоиды. Если сейчас буду много давать в табло... Да! Хорош. Мать насекомая. Сюда. И вместо антимага. Сюда. Главное, чтобы теперь... Или может все-таки вместо... Или может Манки Кинга. Ой, Манки Кинга. Может антимага все-таки. Я сейчас пока, кстати, орка жреца уберу. В общем, объясняю свою логику. Я мог бы взять Мамору. Мог бы закинуть туда Манки Кинга. У меня был бы Манки Кинг в 2 максимум звезды. Но я взял сейчас метаморфозу не просто так. Смотрите. У меня есть... Хороша Квапа. Ну, нет. И Никс приходит. Отлично. Я бы мог взять Мамору, апнуть себе Манки Кинга максимум 2 звезды, но этого делать я не буду, потому что я возьму метаморфозу. Смотрите, я сейчас буду много давать в табло и возвращать себе, соответственно, эквивалент ХП шахматисту. Там есть Клибан, который играет на зверях. Он же может своим Лондруидом, Фурионом суммонить так, что мне мало не покажется. Поэтому лучше, кстати, он уже одного вынес. Он уже растет, все, он вырос. Жестко, кстати, он там приходит. Он уже вырос, все. И все-таки не зря я взял метаморфозу. Пусть у меня будет лучше побольше хп, и мы потом с Клибаном встретимся тет-а-тет и поговорим с ним. Обсудим так, обкашляем вопросики некоторые. Короче, я Манки Кинга продам, я что-то думаю, что антимаг тут будет попрофитнее. Потому что там есть зверь, а если антимаг присосется к чувакам, у которых есть мана, у него, если что, темпларка на минутку. Да? У него только есть, в принципе, энчар противная, но надо как-то в бок немного поставить, и будет более-менее. Ой, классно я хп восстановил. Если я не ошибаюсь, то за 2 баночки восстановил себе 2 хп. Угу. У меня же было 38 хп. У него еще темпларка в 2 звезды уже. На секунду, он на 9 уровне нашел. Хорош, хорош. Клибан, где такую скиллуху взял? Напиши номер своего дьявола, я ему тоже позвоню, чтобы он мне тоже так подкидывал легендарки на 9 уровне. Мне на 10 уровне так легендарки не падают, как тебе сейчас упало. Хорош. Вот тварь с Battle Fury. Паучиха, паучиха. Манки Кинга.
какой алхимик? Манки Кинга кинь. Сопляжуй ты, кинь Манки Кинга, говорю. Хорош. Хорош. Душанул. Сколько минус сейчас получишь? Минус 25. Окей. И 5 хп себе восстановил. Нормас, нормас. Я доволен. Так, вот так вот яичком апаем антимага. У меня сейчас антимаг самая дорогая фигура на столе. Поэтому у меня инсектоиды должны появляться трехзвездочные. 100%. Меньше они не должны появляться. Клебан опасный, очень опасный. У него есть темпларка в 2 звезды. С более-менее реально хорошими шмотками. У него есть спам. Ну, в общем, он может меня душануть. Но, если мой антимаг правильно присосется к его темпларке, то вряд ли его темпларка что-то сможет мне сделать. А если еще и паучиха начнет кидать паутину куда надо, то там вообще без шансов будет для темпларки. Так, ну не имбалансный антимаг, ну-ка взорви их. Так, 2400 урона. Хорош, хилься, хилься, хорош, давай. Подольше поживи, подольше. Гоблин, подольше поживи, я хочу больше себе хп восстановить. Сколько? У меня уже 58 хп на минуточку. Я ему 33 урона в табло внес. И вот так вот яичко еще одно. Вот так. Ой, отлично. Шикарно. Замечательно. Итак, у меня 2 антимага в 2 звезды. Хорошо. Сейчас у меня не должно вообще появляться фигур меньше 3 звезд. Вообще не должно появляться. Но у него сильный стол. У него, кстати, тоже метаморфоза. Хорош. Мы с ним чисто 2 таких титана. 1 хп восстанавливает себе, я хп себе восстанавливаю. У него спам есть. Какой-никакой, но у него спам есть. Поэтому... Сейчас я чувствую, что мы с ним 1 на 1 останемся. Так, Ромка, здорово. Так, Ромка, судя по всему, пока. Рад был видеть. У меня есть подозрение, что мы в действительности с Клебаном 1 на 1 сейчас останемся. Как-то мы слишком с ним хорошо идем. Аж удивительно. Чисто он своего противника... Кстати, я не обратил внимания, он своего противника выкинул или он не умер еще? Не знаю, что такое драк собрал, потому что, ну, посмотрите, у него... Неплохо. Вот этот Лиджун реально неплох. На 10-м раунде есть цветка легендарная. В принципе... Клебан, вынеси его, пожалуйста. Пожалуйста, вынеси. Хотя, я его тоже могу вынести. Если мне больше повезет на фигуры инсектоидные, то будет ему ГГ. Полнейшая ГГ. Поэтому надеюсь, что это в действительности так и будет. Жалко, конечно, что вот эта вот метаморфоза не восстанавливает себе хп на... Опа, сюда. О-о-о. А я не могу никак реализовать его. Не могу. Мне на самом деле нужен орк-жрец. А играл бы я на гоблинах, мне бы вертолет не пришел. Кстати, орк-жрец пришел, отлично. Это хорошо. И как мы поступим? Дум мне нужен? Но на самом деле не очень нужен. Типа прикольно, классно, но... мне кажется, все-таки будет орк-жрец попрофитнее. На самом деле я могу от змейки отказаться. Но сейчас пока не хочу особо спешить. А ну-ка, давай предмет какой. Так, кристалл призрака мы берем. Кристалл призрака мы берем. Если мои антимаги, напомню, присосутся сейчас к его темпларке, то ему ГГ. Так, утюг. Я сейчас не понял, какого лешего у меня появляется змейка 2 звезд. Чисто у Клебана 71 хп, у меня 72 хп. Он утюга вынес, и я утюга вынес. И за 1 ролл мне пришло только что 2 антимага. Неплохо. А можно антимага в 3 звезды? Но я что-то не понял, а какого лешего у меня реально появились змейки 2 звезд? Я что-то не понял. У меня сейчас антимаг самая дорогая фигура на столе.
Объясните мне, какого нехорошего Нихао у меня появилась змейка 2 звезд? Не понял. Требую гайд. Ребят, кто очень жестко играет на инсектоидах, напишите в комментариях, что не так у меня, что у меня появляются инсектоиды 2 звезд. Что не так у меня на столе. Хоть убейте, но вдуплить не могу, почему у меня появляются инсектоиды 2 звезд. А ну, я сейчас еще раз обращу внимание. Может, это, ну, такой чисто прикольчик был? Может, это кого-то возродили? Хотя нет. Так. Это чернокнижник плюс Манки Кинг 2 звезд. Серьезно? Паучиха 2 звезд. Я ему 2 звезд пришел. Не, ребят, кто катает на инсектоидах, напишите мне в комменты, что я делаю не так. Чисто мы с Клебаном за один раунд вынесли двоих, а третий типок вынес третьего типа. Но по итогу из-за того, что он умер против меня, по-моему, то он тоже вылетел. Хорошая у нас с ним катка. Так, ну, 2 титана сейчас столкнулось. Сейчас мы будем с ним 1 на 1 катать. Ну шо, Клебан? Проверим нашу силу сейчас. Но я сейчас неплохо антимага поставил. По сути, должно быть много урона. Да, нормально урона прилетает. Отлично. Еще и по иллюзии ману восстанавливаю. Хорош. Ладно, я опускаю руки и не понимаю, почему у меня появляются инсектоиды 2 звезд. Это первый пункт, почему мне непонятно, почему мне приходит инсектоиды 2 звезд. А второй момент, где мои, мать его, антимаги? По какой причине у меня не перерождаются антимаги? Вы видели антимага? Я что-то не увидел, что у меня антимаг 3 звезд где-то ползает. Ну хрен с тобой, окей. Окей. Сейчас мы разберемся. Вроде бы можно было бы найти предмет 5-го тира и закирить антимага. Против его темпларки, в принципе, это было бы логично. Манки Кинг 2 звезд. Ну да, он будет меня хорошо пушить своим Манки Кингом. О, поставил. Блин, не успел поменять немножко. А, не успел. Мне показалось на мгновение, что я не успел поменять местами. Не, ну Манки Кинг без шмоток не такой опасен. Ладно, я как не любил инсектоидов, так по сути и любить их и не буду. Ну, все мне на то и говоришь, что я их любить не буду. Ну, вы это видели? Пояснительная бригада. Я уверен, что вы смотрите этот ролик. Тот, кто играет на инсектоидах чуть ли не каждый день. Напиши мне в комментариях гайд по инсектоидам. Я не понимаю. Я искренне не понимаю, что происходит. Первый момент это почему, где мои антимаги. Это первый момент. Второй момент. Эмпреска пришла. Спасибо. Спасибо, что ты есть. Но ты мне уже не нужна. Можно было бы ее взять, но она мне не нужна. Я, ну, вряд ли бы смог затащить. Дополнительный антимаг со шмотками мне... А, мне ж цветки нет еще одной. Если была еще одна цветка, то да. А так нет. Может попробовать через орка жреца катануть? На суммонах чисто выкатить. О, Мамора. Спасибо, но мне ты не нужна. Жду антимага. Одного антимажика. Хочется антимажика, чтобы 3 звезды его собрать.
Неплохо. Некромикон неплохо будет. Очень даже неплохо. В принципе, если буду его, против него сейчас хорошо суммонить, то все будет замечательно. Но только если буду хорошо суммонить. Ну, в действительности, вряд ли бы мне импреска помогла. У меня было бы несколько дубликатов, но они не были бы настолько сильно серьезными. Не, если что-то поправьте мне в комментариях. Может, я в действительности не понимаю, что импреска с цветкой дали бы мне очень много. Но мне кажется, вряд ли. Вряд ли бы они мне дали здесь гарантированно победу. Так, отлично, насумонились много. Много насумонил. Орк-жрец тоже неплохо насумонил. Отлично. Давай, 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 давай. Контроль, контроль. Не, ну я в любом случае его сейчас не вынесу, но в принципе урона ему нанес кучу. Хорошо живет темпларка. Еще она с бессмертием. Противная темпларка. Неужели проиграю? Тварь на паучихе. Если ты еще раз плюнешь ни в кого надо, я тебя в жизни больше не куплю. Чисто винстрик. Сюда. О, спасибо. Паучиха +1. А можно антимага? Антимага. Хочу антимага. Нет так нет. Ну, сразу и сказал, что нет. Ну, окей. Я ж не против. Хочу антимага 3 звезды. Хочу антимага 3 звезд. Ну, тут Глебан, скорее всего, меня вынесет. Типа, мне один раз повезло на то, что мне сейчас хорошо пришло, но это ж не будет длиться вечно. Правильно? Правильно. Сейчас хорошо я насумонил, а вот в будущем как оно будет? Как в будущем насумоню? Антимага можно? О! 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 Антимаг 2 звезд переродился, антимаг 3 звезд переродился. Обалдеть, это что-то будет. А ну-ка души. Давай антимаг 3 звезд, я в тебя верю. Отлично, так мисс. Ладно. Хотя нет, душанул немножечко. Если так продолжится дальше, то будет все отлично. И может даже я и выиграю его. Эмпресска снова пришла. Ну, мне кажется, у меня слишком слабый стол сейчас под импресску. Типа, если я его возьму даже, то что поменяется из этого? Мало чего. Я более чем уверен, что мало чего. Тут главное, чтобы у меня сейчас паучиха, как надо, в его кере закидывала свою паутину. Если она будет закидывать свою паутину как надо, то шансы на победу у меня 100% будут. Но если она будет закидывать свою паутину, как она закидывала до этого, то у меня вряд ли будут шансы на победу. Очень вряд ли. Так, хорошо. Жалко, что орк-жрец суманул не орка-жреца, а суманул 2 алхимиков. Так, один антимаг есть у меня, все. 2 раза антимаг появился, окей, отлично. Хорошо. Пошел душить, молодой. Пошел молодой душить. Давай, души. Ой-ой-ой, ай-яй-яй, стопэ, ты кого закерил? А чё ты хилишься? У него же чернокнижники стоят. Я как-то этот момент пролюбил. Ну все, сейчас конечное будет. Либо же все будет хорошо у меня, я его вынесу. Либо же будет все хорошо у него, и он меня вынесет. В конце катки подведем итог. Вот серьезно, я вам скажу свое мнение по поводу инсектоидов и свои наблюдения. А вы, если что, поправите меня в комментариях, что в чем я прав, а в чем не прав. И вот, мне кажется, в билде у меня здесь есть куча ошибок. Ну, плохой билд сейчас, как по мне. Надо было все-таки делать какого-то Манки Кинга, потому что если бы Манки Кинг в 3 звезды ко мне пришел бы, я его не выпустил бы из стана. То есть я бы его душил, будь здоров. Ну тоже, вы сами видите, как у меня антимаги появляются, их тупо нет. Даже сейчас, ну, ни одного антимага не родилось. Хороший инсектоид, да.
А, не, подожди, что у меня же антимаг умер. Хотя не, подожди, ну у меня был мужик. Хлебан ливнул. Что? И зачем? А зачем ты ливнул? Ладно, типа, похоже, мне просто решил подарить победу. Типа, конечно, спасибо тебе огромное, Клебан, за такое, но впредь не делай так, пожалуйста. Это, конечно, приятно, но не делай, не делай. Я понимаю, что мы с тобой вдвоем чисто с соплей вытащили самых низов, но все же, не делай так. Кстати, видите, у него 6 зверей и 4 чернокнижника. Он себе компенсировал отхил, все дела. Короче, подведем итог по инсектоидам. Что я заметил? Смотрите, если у вас инсектоид одной звезды, то у вас инсектоид 3 звезд не появится с этого дубликата. Вам нужно, чтобы ваши инсектоиды были 2 звезд. Что один, что второй. Потому что если умирает однозвездочный, у вас появится двухзвездочная фигура. Это мои личные наблюдения. Второй момент, который я заметил, это почему-то сейчас сердце инсектоида максимально криво работает. Вот кто наблюдал, вот прям внимательно считал, напишите в комментариях, сколько раз у меня переродился антимаг. По-моему, ну, там по пальцам левой руки можно пересчитать, что родилось, наверное, ну, антимага 3-4. И то не всегда в 3 звезд. И почему-то, ну, это было настолько редко, что я, ну, не скажу, что это сильно заметно. Это вообще незаметно было. Я лично импакта не ощутил. Но тоже, катка была реально красивая, потому что мы с соплей просто вдвоем с Клебаном вытащили с самого низа. Это круто. Потом, конечно, Клебан, спасибо тебе за то, что ты мне подарил победу, но не делай так больше. Ну, давай честно. Да, я понимаю, что ты хочешь... Ну, я думаю, ты знаешь, что я и так редко играю, но все же не надо. Как-нибудь потихонечку я свой рейтинг обратно верну. Так что вот, не надо дарить просто так победу. Циферки есть циферки. Трудом все-таки заслуживаются. Ну, короче, если здесь сейчас посмотрят этот ролик гуру инсектоидов, то напиши мне в комментариях мои ошибки. Как по мне, у меня плохой билд по героям, все-таки лучше вместо антимага в некоторых случаях поставить Манки Кинга, а лучше сделать и антимага, и Манки Кинга, и сверху поставить Дума, и Орка Жреца, и чтоб стол у тебя был на 12 слотов, а не на 10. Не, на самом деле, вот если так подумать хорошо и серьезно, то, как по мне, нужен обязательно Орк-Жрец, 100%. Играть через его суммоны, и чтобы у тебя керри был как Манки Кинг, так и антимаг. И на всякий случай все-таки лучше еще Думов поставить. То есть, как по мне, вот это вот идеальный сетап. Ну, соответственно, да, кучу сердец инсектоидов надо. И самое главное, чтобы вот эти вот носители сердца инсектоида не умирали. Потому что если они умрут, у вас же не появится перерождение этого инсектоида. То есть у вас не появится Манки Кинг, либо же антимаг, либо же Орк-Жрец в 3 звезды. То есть вот такое. И обязательно, чтобы весь ваш стол был в 2 звезды. И все-таки цветы здесь обязательно нужны. Цветы нужны даже для того, чтобы ты... Вот у вас есть 2 цветки, которые прыгают на лицо. Они нереально много дамага чистого вносят. Поэтому они полностью зачистят вражеский стол противника. И, соответственно, Орк-Жрец будет суммонить из уже погибших фигур вражеских, либо же ваших. Короче, я думаю, вы меня прекрасно поняли. Поэтому, если меня посмотрит гуру инсектоидов, вы меня в комментариях поправите. Потому что я на инсектоидах играю, ну, вы сами видите, как часто выходят у меня ролики на канале, как часто я на стримах играю на этих инсектоидах. Поэтому, ребят, я их не особо люблю. Они для меня, ну, да, слишком рандомная хрень, которую очень полюбил разработчик. Потому что именно разработчик приложил сюда львиную долю свою. Потому что сам разработчик сидит в шапочке из фольги. Так он еще сделал такую рандомную сценарию. Ну, короче, вы меня прекрасно поняли. В общем, как вам каточка, вы напишите в комментариях. И также, ребят, не забываем оставить свой лайк. Все-таки я стараюсь. Жду ваш лайк. И кто не подписан на мой YouTube канал, обязательно подпишитесь на него, потому что осталось совершенно немного до 2000 подписчиков. И кто не подписан на мой Telegram канал, тоже подписывайтесь. В описании под видео, если что, есть ссылочка на мой Telegram канал, а также в комментариях в закрепленном сообщении и на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!